Браво. Спасибо. Всем привет. Любите ли вы классическую музыку так же сильно, как сильно любим ее мы? Со мной сегодня Александр Кашпурин, пианист, дирижер, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова по классу специального фортепиано, музыкальный руководитель театра «Реплика», победитель международных и всероссийских конкурсов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот так случайно прозвучал Моргенштерн, пробежал между нами. Ничего себе. Да. А я хочу начать с очень простого вопроса. Это, в принципе, надо определиться с тем, что такое классическая музыка. Да? Предмет довольно такой, как будто бы непонятный. Я бы немного сейчас хотела послушать твои мысли по поводу того, как ты для себя определяешь классическую музыку. Что такое? Да-да. Знаешь, этот вопрос и меня тоже очень волнует, потому что музыка звучит везде, музыка нас постоянно подпитывает, то есть люди просто ее слушают постоянно. И непонятно, а где же вот эта грань между вот то, что мы называем классической музыкой, и, и чем-то другим? Очевидно, что есть какая-то очень важная разница, иначе люди не делились бы вот так сильно на вот такие... Это прям для меня полярные миры. И знаешь, вот я считаю, что классическая музыка — это музыка, которая существует до сих пор, ее грамотнее бы назвать академической музыкой. Но вот не надо путать, что вот академическая — это такая вот как бы за забором такая вот с колючей проволокой вот музычка, которую вот вообще никто не может постичь, да, и вот только кто-то там ей занимается, как музейная такая музыка. Нет. Академическая музыка — это музыка поиска, музыка выражения любви. Я считаю, что это музыка прежде всего духовная. И духовная, но не в смысле церковная, вот в нашем таком современном контексте, а музыка, в которой композитор, исполнитель выражает какие-то самые сокровенные свои мысли и чувства, которые связаны с размышлениями о вечном. Я знаю, что классическая музыка — это точно музыка людей, которые как бы говорят: вот есть жизнь, есть смерть, а что там такое вот после этой смерти? А что такое настоящая любовь? А кто мы для Бога? Бог кто для нас? То есть вот такое постоянное, интересное и самое важное, на самом деле. Да, общефилософски он затрагивает, мне кажется, такие какие-то категории мышления. И действительно, на мой взгляд, такой прямо академический, раскол академической, даже не раскол, наверное, отделение академической музыки от другой произошел где-то, 20 век, будем говорить, может быть. Наверняка еще намного раньше, да, но более так вот, как это сказать, видимо для слушателя. Да. Я думаю, это произошло именно тогда. И знаешь почему? Вот мне кажется. Вот начались страшные времена каких-то вот таких глобальных переворотов в мире, технические революции, и музыка стала делиться как бы на музыку такую развлекательного плана больше, музыку как бы утешительную, да, и музыку, которая отражала реальность. И дело в том, что классическая музыка пережила огромный кризис в 20 веке. Да. Там люди просто с ума сходили уже, они просто... когда классическая музыка потеряла веру вообще во все, это просто дно, да? И этот авангард, какие-то экспериментальные вещи, да, 4:33 Кейджа, когда это просто тишина. То есть это идеи, но идеи кризиса, идеи поиска. И, конечно, люди всего мира не могли слушать только такую музыку, безусловно, а как раз другие ниши они занимались сразу. В соответствии с запросом, историческим и внутренним человечества, Еще тогда попробуем поразмышлять насчет того, зачем слушать классическую музыку. Понятное дело, каждый находит в этом какие-то свои смыслы, но вот общекультурный пласт считается в целом, если человек там соприкасается с академической классической музыкой, он уже там на уровень как будто бы снобически выше, да. Как бы. Да. Вот. Какое твое мнение на этот счет? Вот зачем слушать классическую музыку? Она очищает нас. Она дает нам, дарит нам чувство в сердце, что мы больше, чем нам кажется. То есть она нас связывает с какими-то
иррациональными, невидимыми мирами, которые мы не замечаем в повседневной жизни часто, да, и это нас очень уязвляет. Это красота, которая в нас проникает, и реакции может быть какой угодно. Это могут быть мурашки по всему телу, какие-то слезы просто невероятные, когда вот, просто как будто холодный душ для души. Это может быть ощущение потерянности, что я никогда не был таким, как сейчас, потому что что-то я такое почувствовал. То есть, на самом деле, классическая музыка существует для этого, чтобы выражать любовь. Вот любовь с большой буквы. И, конечно, ее надо слушать. И это сложный вопрос, да, вот надо слушать, это вообще странно звучит. Классическая музыка не нуждается в какой-то вот рекламе и навязывании, потому что это просто такое явление, благодаря которому ты можешь многие свои проблемы решить быстрее. Да. Ты можешь понять вещи про жизнь, про себя, про природу, про какие-то вопросы тебя волнующие от сердца к сердцу, без слов, без какого-то аналитического мышления. То есть вот это такой дар языка, который мы понимаем все люди на Земле, понимаем, если исполнитель действительно выражает. Потому что это, кстати, другой вопрос, да. потому что я, например, на классических концертах, честно могу сказать, что часто могу заснуть. Это вот если вдруг вы засыпаете на классических концертах, это проблема не ваша. У каждого своя причина. Но сыграть концерт вот так, чтобы это было откровение, очень сложно. И каждый исполнитель, я уверен, к этому стремится всю свою жизнь. И не может быть такого, чтобы все концерты твои были хорошие. Да, люди могут хлопать, могут вставать, могут кричать там «браво» и вызывать тебя 10 раз на бис, но тут важно, чтобы вот какая цель, да, чтобы вот человек, который слушает, чтобы он понял, что ему подарена новая жизнь сейчас, что ему какое-то обновление подарили. Вот тогда цель выполнена. Классическая музыка была прослушана, но это поиск, это сложно. То есть нельзя так сказать, что вы на любой концерт придете, и вам точно понравится, это будет точно хорошо. Наверняка все знают, как сложно слушать классику. Да. Потому что, это действительно труд, а б, это, это же тебе играет тоже живой человек, у которого в душе тоже не все в порядке. Он не выше тебя, он такой же. Просто наша задача музыкантов, надо себя вот прямо скальпелем кожу старую снимать, чтобы находить правду в себе, находить в себе суть. И знаешь, когда этим занимаешься, то иногда становится страшно самому. Просто какая-то вдруг паника. Иногда становится ужасно лениво. То есть ты прям говоришь, я вообще заниматься... То есть как будто два голоса в тебе. Да. Один говорит, что это вот правда сейчас, это моя жизнь, это моя мечта всегда была, это вот надо. А другой говорит, я не буду этого. То есть прям я не знаю, как это объяснить. Какая-то вот такая часть, которая не хочет открывать ничего, она не хочет развиваться, она говорит, что ни в коем случае мы не будем идти дальше, потому что это как бы такое мученичество в каком-то отношении. Да. Что такое? Я сижу на кнопки, нажимаю, причем это надо делать по 5 часов там условно в день. Но это прямо-таки довольно-таки странно. То есть да, в сухом остатке странное занятие. Странно. Ты встаешь и ничего. И есть такой мем, да, смотрите, эту работу я делал 5 часов, белый такой лист. Потому что как бы для людей ничего не произошло, а для тебя происходят невероятные изменения. Очень и как ты наполнишь это время, это вопрос честности с самим собой, потому что ты можешь просто просидеть 5 часов, проколошматить там по этим клавишам, а можешь заниматься очень сложной работой, но при этом она прямо она так интересна. Интересно еще обсудить вот какую тему. Тоже бытует мнение о том, что сейчас современная музыка, она довольно такая короткая по продолжительности времени, да, и все постепенно, даже условно мы берем там в середину 20 века, это треки по 4 минуты, 6 минут, 8 минут. Сейчас все сокращается. Серьезно? Да? Я не знал. 2 минуты, 1,5 минуты, последние альбомы всяких актуальных на сегодняшний день там исполнителей. У них буквально краткое высказывание, и оно такое обычно очень яркое. Ну да, конечно.
может быть, академическая музыка или классическая музыка, да, не так популярна среди современных слушателей из-за ее продолжительности. То есть сейчас, на мой взгляд, это связано с тем, что там клиповое мышление, быстрая смена картинок, быстрое течение времени в принципе. Мы живем как будто быстрее, чем там наши родители и все остальные предки. Вот. И для себя это я так объясняю. Но как сделать так, чтобы современный слушатель, молодой слушатель обратился в академическую музыку, да, в классическую музыку, там, симфония, масштабный жанр, да? Как ты считаешь? Только через искренность самого исполнителя и его желание этим делиться. Потому что, конечно, всему миру классическую музыку невозможно преподнести. Вот я не знаю, как это работает, но почему-то классическую музыку в любом случае будут слушать не все. Потому что это очень серьезный разговор со своей совестью. Да. И тут вот как бы это труд. Другое дело, что когда вот делают эти вот... Я не знаю, какие конкретно песни ты имеешь в виду, но я просто вот слыша, да, логику, которую ты говоришь, я понимаю, что это же связано вообще... с дофамином, как бы. То есть люди хотят получить яркую картинку, немножечко что-то быстренько, как такая таблетка, да? Вот, что-то такое почувствовали, и все. Им как-то вот, можно. Либо, наоборот, качели вот эти эмоциональные. То есть это все раскачивается, да, и это конца края этому не будет, да. Какие-то, может быть, будут у человека там свои собственные остановки, но имею в виду, что мы должны, конечно, создавать что-то, что было бы интересно и так актуально, задевало бы. Потому что если бы это... То есть если классическая, например, музыка, да, исполнитель выходит и играет вот с таким лицом и засыпает сам, а что мы хотим? Если это преподнесено как что-то актуальное, то это... это и люди, которые на это пришли, они будут сами в шоке от того, что... они не ожидали просто такого. Это же тоже как бы миф. Естественно, у человечества есть множество врагов, которые не хотят, чтобы люди как бы становились лучше. Мне так кажется. И тут и как бы давление со всех сторон. Есть исполнители, которые еще учатся, да, еще это другой уровень. Концерты, которые вызывают потрясение, например, в моей жизни, их было максимум 5. Это уже, мне кажется, много прямо. Но это когда я вот слушал, и я просто у меня рушилось все старое, и как будто возводилось все такое новое. Вот вообще внутри, как мысли какие-то. То есть, когда вот ты думал до концерта так, а после концерта ты так думать не можешь, потому что ты даже забыл, как ты думал, ты просто мыслишь иначе. И, например, я никогда не смогу забыть концерт. Это вот как-то случайно. Я не знаю, как это работает, но вот Мирослав Култышев в консерватории, когда я еще был на первом курсе консерватории, играл второй концерт Рахманинова прямо вот в зале в Глазуновском. И вот он еще с момента, когда он выходит, я просто почувствовал, что сейчас он такое что-то скажет, что вот что-то сейчас будет. То есть, он выходит бледный и вот медленно, и как-то это было так артистично с самого начала. И он начинает играть, и я не знаю почему, чудо. У меня просто комок в горле такой вот вдруг вот прям вот захватывает. Здесь все вот холоднеет, какие-то начинаются мурашки прямо от макушки до пяток. И это не так, что удовольствие, ой, мне так приятно, такая чувственная музыка, да вообще нет. А ты сидишь, ты вообще думаешь, когда же это кончится, это невозможно уже, потому что это просто, я не знаю, что с этим делать. Это меня пронзило. Просто вот пронзило меня, то есть какой-то холод из сердца там ушел, какая-то твердость тоже, вот он взял какой-то острым чем-то взял и подарил совершенно новые чувства. Были такие концерты с Люкади Баргом, правда, в записях, тоже потрясение было невероятное, с Алексей Султанов, один из тоже моих любимых пианистов, запись есть в Ютубе, как он играет 7-ю сонату Прокофьева на конкурсе Чайковского. Там вот тоже, то есть я ее слушаю, я никогда не могу остановиться, начать скучать, потому что, это же он просто сумасшедший. И музыка, она как раз надо ее так играть. Вот он играл, конечно,
все будут играть иначе, по-другому, и это может быть так же сильно, потому что, ну, искренность же нельзя скопировать. Да. То есть у него так, потом я играл по-другому, хотя я говорю, я в полном восторге от того, что он делал. Певицы, например, я случайно нашел какую-то запись французской певицы, тоже, не вживую, но запись и невероятно. Я не знаю, что случилось. Мади Маспле, французская певица, ее даже певцы редко знают. Вот она почему-то неизвестна в России, ну правда, совсем. Но когда ее слушаешь, такое ощущение, что она ничего не делает, она просто живет в раю и просто поет. И как бы ты такой, когда ее слушаешь, думаешь, а я не живу в раю, а мне далеко, и я не понимаю, что ты делаешь, но у меня в душе цветут вот невероятные, вот, благоухают цветы. Ну, как так? Вот сегодня вот ехал как раз вот к вам и хотел показать одному своему знакомому вот ее записи. И опять же, вот включаешь, и снова как первый раз. Ну, потому что она поет сердцем. Да. Вообще это важно, сердцем петь. Да. Насколько мне известно, ты абсолютно не слушаешь современную музыку. Поэтому, ну, конечно, мы не могли не придумать такой интерактив, в котором мы бы тебя не столкнули прямо с ней. Вот это да. Я даже не знаю, как реагировать. Ну, тебе должно быть непросто, а нам должно быть очень интересно понаблюдать за этим. Давай. Суть интерактива. Я включаю тебе популярные песни, которые были когда-то популярны или популярны сейчас. Все их знают, все их слушают, но ты их не знаешь, и ты их не слушаешь. Прямо чувствую себя, как будто меня. Поэтому мы послушаем какой-то отрывочек, да, из этих, какой-то самый сок, да, и мы попросим тебя его воспроизвести. Из каждой, то есть мы каждую послушаем? Да. Это будет мой экскурс для тебя в современную музыку. Как приятно. Ну, наконец-таки жизнь будет не зря насыщена современной культурой. Да. Посмотрим. Итак, ты готов? Ну, давай. Ну, давай. Первая композиция. Yeah. I know sometimes it may not always make sense to you right now. But hey. О, неплохо. Да. Как-то так. Замечательно, замечательно. Ты не знаешь это произведение? Нет, вообще. Это великий Эминем. Вот это да. Великий Эминем. Эминем. Опустим. Так, следующая композиция. Вот такой краткий. Но ёмкий. Слушай, ну ты прям меня жалеешь, мне кажется. Вау. Итак, ну это будет тебе известно, я уверена, это классика, скажем так, в своих кругах. О. Класс. Да там как там. Я даже лунной походкой учился ходить. Вау. Мне так это, да. У меня какой-то был вот, не поверишь, правда, 1,5 недели восхищался Майклом Джексоном, а потом, потом перестал почему-то. Ну, то есть, я до сих пор его невероятно уважаю, но это правда, это красиво очень. И вот он поет от сердца. Но вот как-то так получилось, что вот послушал все песни, научился ходить лунной походкой, и, видимо, дальше пошел заниматься. Ну, зато каков результат. Итак, the next.
Ага. Чудненько. Чудненько. Что это было? Это Анна Асти, Вот великая это? современная... Какая честь. Да. Ой, Пожалуй, здравствуйте. Нет, мне понравилось. Понравилось? Я думаю, это Ну, ты всё, тоже всё. оценишь. Последнее, да? Но не по значимости, да? На пике популярности. Вообще, какая тонкость. Ну да, давай слушаем. Да, в твоем исполнении она даже получила какое-то Можно? развитие. Извините. Мне кажется, Мы ее никогда- сделали немножечко такой Никогда добродушной. инстасамка не была такой добродушной. Такой хозяюшкой. Да, такая постаралась. А это да, она? Она Только сама. слышал само имя и уже восхищался. Ну, Ну, самим мы подходом. облагородили. Ну, кстати. Тоже интересный вопрос. Станет ли инстасамка классикой, да, в какой-то момент времени? Я уверен, что нет. Ну, в том смысле, что она же не претендует даже на это. Да. Она же не хочет сказать что-то такое, что осталось бы на века. Она хочет быть такой вот насущной сейчас. В моменте. Да, чтобы сейчас вот эта вот атмосфера, чтобы она заиграла, и люди такие... Ну, мне кажется. Да. Ну, я слышу это. Это действительно музыка такого одного дня, одного момента. Ну, Я не думаю, что она... Даже этот трек, который мы сейчас с тобой пытались облагородить, он уже не актуален на сегодняшний день. Ну, вот то есть он как-то. какой-то промежуток времени был на пике, и все. Но он такой... В нем есть какое-то ожидание чего-то более активного в жизни. И вот сейчас это наступило, мне кажется. Да, возможно. Пере- В целом, музыкальное образование, да? Да. Мы уже буквально практически увидели, как его можно реализовать в жизни своей, да? Ну вот, например, для кого-то это может быть прослушивание инстасамки, ее исполнение, или там Моргенштерна, или что-то такое. Считаешь ли ты, что каждый человек обязан получить, ну, обязан тоже это слишком так Ну да, как-то я понимаю. я жестко, понимаю. да? Но получить музыкальное образование, хотя бы базовое, на уровне там музыкальной школы? Я так скажу. Я считаю, что каждый человек это должен сделать, когда он захочет это сделать. То есть он ни в коем случае не должен подумать, ну как бы нет, уже поздно. И есть совершенно невероятный, вот просто я вот преклоняюсь перед этим человеком, есть невероятный пример. Я когда еще учился в консерватории, я был зарегистрирован на сайте там repetitor.ru. Ну, какой как бы вот поиск репетиторов, там заявочки. И вот один человек, просто мужчина, ему было ну, вот около 40 лет, вдруг мне звонит и говорит, я хочу попробовать в своей жизни то, чего... Вот я думаю, что я никогда в жизни не научусь. Ну, как бы, у меня есть такое подозрение. Я не знаю даже, как называются ноты, я не знаю, как клавиатура выглядит. То есть у меня нет базового образования вообще никакого. Но я хочу понять... Вот самое главное, что он сказал. Я хочу понять, что такое музыка и почему люди, ну, как бы ее слушают. Да, это очень правильная мотивация, мне кажется, То есть, вообще да, заниматься. это удивительно. То есть он хотел понять, что это, почему это трогает, зачем это нужно. И он никогда не знал там про чувства, он никогда не знал, что это выражение, что это ну, вот такой тонкая, невероятно тонкая работа со своей душой. Вот он ничего не знал, но у него вот как-то вот интуитивно вот был запрос. И наши занятия строились тоже очень необычно, и мне ужасно нравится такой формат. То есть этот сознательный взрослый человек, причем он занимался вообще вот промышленными красками, занимается до сих пор. Я
Кирилл, простите, я вам позвоню скоро, мы должны встретиться, давно уже не видели. Он приходил и задавал мне вопросы, вот именно, вот я не понимаю этого, я не знаю, он, например, у него долго вот был совершенно такой вот блок, да, вот не про звуки, про время, то есть что такое ритм, и зачем он Это вообще очень нужен, тяжело, то есть зачем нужен, если я могу сыграть ноты все правильные, неужели Почему не звучит неужели это нота? не будет как бы, то есть он даже не почему не звучит еще, вот первая стадия была как бы неужели этого не будет достаточно, то есть ну да, то есть он добавлял там несколько долей в такте, он не знал, что на 4, он считал так, я считаю здесь, вот, например, там идет движение по 8, и там 4 четверти, у меня 8, как бы вот у меня здесь вот ударов. Я думаю, ну как бы это вот прям я удивлялся, и главное для меня это были вопросы тоже очень важные, потому что через них я начинал лучше понимать, что чувствует человек, который с этим никогда не жил, не сталкивался, не знает, что такое сольфеджио. Он задавал вопросы, и мы с ним вместе постепенно проникали в суть. И сейчас за 4 года, вот почти 5, он сам умеет сочинять. В своем стиле, да, то есть не как там Шопен, а вот что-то очень, но для него важно, чтобы это говорило, чтобы это было не просто вот там, как, ну что-то, а чтобы в этом была какая-то, ну какой-то маленький смысл, его локальный, прям вот сегодняшнего дня. Я думаю, и он играет, и вот, например, вот долгое время вот он играл вот что-то из неоклассики, из такой киномузыки, да, например, там Аллилуйя, это вот. Вот он хотел такое, потом он хотел там... И мы учились с ним... Вот, то есть он хотел... Он играл так, ну, условно, да, вот играл просто. И говорил, вот почему? Это не про любовь. Почему? Да. Он говорит, почему это некрасиво? Вот у них некрасиво. И я думаю, боже, какой вопрос. Боже, как... Что же вы за гений-то такой? Да. То есть он человек, который понимает, что нужно не просто сыграть, а что нужно сыграть с определенным... И вот тут мы про технику начинали фортепиано говорить, что техника — это же про то, с каким отношением ты берешь. То есть если ты возьмешь, чуть-чуть выше кисть поднимешь, то есть не просто как бы сыграешь, а вот немножечко приподнимешь локоть, кисть, это уже будет гораздо более такое... Ну, вот даже рука выглядит как бы более поэтично. Да. И когда ты начинаешь играть как бы... Вот такую линию, начинается. Да, вот такая мелодия вроде. Объем как создавать. Да. Это для него что же были вопросы? То есть он играет там от пальца, и как бы вот это вот, ну, удивительно, что надо ноты брать, а что не надо нажимать, что и брать можно нежно, а можно взять решительно. То есть брать, ну, в прямом смысле, то есть мы не просто опускаем палец как бы вот вперед, да, а мы берем ноту, и палец спускается. То есть это тоже довольно конкретные вещи. Это удивительно мы можем здорово. Объяснить, в чем вот браво педагогу на самом деле. Да, и мне кажется, что каждое классическое произведение имеет такую историю внутри себя, которую каждый исполнитель должен разгадать и ее дать. То есть это называется музыкальная форма. Вопросы музыкальной формы и архитектоники — это же тоже интересно, но объяснять их тоже нужно через поэтизацию, через такую... Образность, да, потому что это не просто так. Это А, это Б, и это снова А, да, трехчастная форма, пожалуйста, играйте, и ты думаешь, ну что, зачем я вообще это? А ведь музыка — это, она связана со словом, это на самом деле внутреннее слово. Это очень тоже супер тема. Прочитайте, вдруг люди, которые вот, ну, заинтересовались, прочитать книгу Арнон Кур «Музыка как язык звуков». Ну, может быть, это покажется кому-то... Ну, он пишет очень популярно. И там про то, что до какого-то века, до как раз 16 века, музыка была связана с числом очень сильно, и потом вот была какая-то революция, произошла, что мы вернулись к одноголосию, потому что эта музыка стала связана со словом, а слово — это аффект. Аффект — это, ну, в переводе как чувство. То есть и возникла теория аффектов, что, например, что две нотки, сочетание вот этих нот, это стоны. Но ведь стоны, стоны же, и это как бы вот по теории аффектов это вот стоны, да? Это фанфары, да, какие-нибудь, ну, например, да, если мы играем, что же интересно сделать? Вот движение по хроматической гамме вниз, это нисшествие в ад.
Это вообще страдание, да, символ креста есть такой в музыке, да. Ну вот самый такой известный это БАЦХ, потому что, ну это фамилия Бах. И вот если сыграть эти ноты, Б это си бемоль, А это ля, С это до. Вот если взять первую и третью ноту, просто нарисовать Они 4 ноты, буквально, да, выстраиваются. между первой и третьей нарисовать линию, и между второй и четвертой, то будет как бы крест лежачий. И люди, вот, ну, они очень любили, когда вот такое было еще понятие Augenmusik, музыка для глаз. То есть, когда ты видишь в нотах как бы символ. Вот если видишь в нотах вот такое перекрещивание, значит, здесь вот про конкретный судьбу, символ, про да. крест, да, про Иисуса Христа. Особенно Бах очень любил эти символы. Удивительно, там, например, есть в одной прелюдии Баха в ми минорной такой аккомпанемент. Если соединить эти ноточки вместе, получится буква М. Мария. Это вот все одно, это из первого тома ХТК «Хорошо ты перервал клавира». Это супер интересно. Можно последнее скажу? Пожалуйста. Я ужасно много говорю. Но вот интервалы. Я вот считаю, что я просто помешан на вот это. То есть не нота, да, и вот есть такое высказывание Шопена, что музыка начинается не с одной ноты, а с двух. Тоже такое странно, как бы, что мелодия. Мелодия — это не одна нота, а вот две. Тонкое такое замечание, думаешь, ну, молодец, да? А на самом деле это тоже истина просто выше, потому что что такое две ноты? Это одна интонация, это один какой-то, ну вот процесс, то есть, например, можно сказать «привет», да, вот, а можно сказать «привет». Это же интонация, и в этом слышно многое, хотя я сказал слово, которое не обладает тем смыслом, который я пытаюсь передать. А музыка — это смысл без ненужной оболочки как бы слов. То есть это высшее слово без внешнего проявления. Супер интересно. Например, музыканты считают, да, есть консонансы, есть диссонансы. Консонансы — это красиво звучащий интервал. Вот если вдруг вы не умеете играть на фортепиано, и вот видите фортепиано, сыграйте не соседние ноты. Вот. Это же некрасиво звучит. Ну, то есть, так, ну, если вы не умеете играть, да, ну, в этом как бы, в этом что-то есть даже такое, как бы, грубое такое, что, противное. ну, что-то такое. А вы сыграйте через ноту. И вот вы можете бесконечно играть. Вот смотрите, одна нота, потом. И я играю уже все ноты, но через... Звучит хорошо. И можно так просто поиграть. И вы будете чувствовать радость от того, что вы просто играете музыку красиво, хотя вы просто играете через одну ноту, вы не умеете. Либо играть по черным клавишам, тоже потому, что это уже определенный звукоряд, который прям сделан хорошо. То есть если вы играете черным... Я просто любые клавиши нажимаю, и получается, как будто бы я вообще такой прям музыкант, а я ничего не делаю, я просто играю. И педальку нажимаю правую. Удивительно здорово, вот эти музыкальные вещи, конечно. Поэтому теория, друзья, теория — это супер. Советую всем заняться теоретическим образованием своим. И с хорошим педагогом, как Каролин. Как я. Ну, здорово. Жалел ли ты когда-нибудь о своем выборе профессии? Нет. Нет. Никогда. А вообще интересно, какой, в принципе, карьерный рост у пианиста? То есть... У вариантов масса. Но это как бы микро такой мир, потому что кто-то становится концертмейстером на всю жизнь, занимается вот в классе какого-то определенного педагога или нескольких педагогов, в школе музыкальной или в консерватории, кто-то в театре работает концертмейстером, вот пианист с вокалистом. Это другое немножко. То есть ты там должен выступать и в роли именно пианиста, который играет с вокалистом, и человека, который может подправить акцент. А кто-то становится педагогом частным, кто-то становится блогером. Вот сейчас это, кстати, действительно, ну, просто действительно как профессия. Кто-то становится, например, настройщиком или мастером фортепиано. Это удивительная профессия, сложная, и если ты не был пианистом, то, ну, как же ты можешь к этому подходить? То есть ты должен уметь их и любить играть, и любить, чтобы вот тебе было самому хорошо, и вот, то есть, как бы воплощать мечты в реальность. То есть я хочу, чтобы мой рояль звучал вот так. И раз и делаешь. И потом ты делаешь это другим людям. Знаю одного такого потрясающего мастера, который вот этот рояль, например, сделал. Удивительно вообще. То есть, вот, ну, как ты слышишь, да, вот вариантов, и можно перечислять так очень-очень-очень много. У меня тоже есть небольшое умение, да, ну, небольшой блог. Небольшое? Небольшое. Ну, конечно. Небольшой блог, посвященный музыковедению, теории музыки, истории музыки, в частности. И я попросила своих
подписчиков, своих масиков, как я их называю, да. Здорово. Такого характера у нас с ними отношения. О, хорошо. Попросила описать какие-то свои истории из жизни, да. Я их буду цитировать, поэтому, как бы язык, да, сохраняем все как есть. От тебя что мне нужно? Мне хотелось бы, чтобы ты как-то озвучила эти истории в соответствии с их характером, моралью или, наоборот, дизморалью. Или отсутствием морали. Ну, мы выбрали чего-то более приличного, так сказать, поэтому попробуем это все это очень интересно. осуществить. Прямо Итак. мечты сбываются. Да, я, наверное, так прочитаю. Можно просто вот сейчас о чем будет чуть-чуть просто, чтобы до текста. Так, первая история будет связана с музыкой раз, с нашей специальностью. Ага. В целом специальность, слово прозвучит. Вот, и с таким отсутствием отдыха, скажем так, усталостью. Ага, хорошо. Сейчас будет. Выхожу со спецки, ужасно устала, с самого утра занималась, потом уроки еще. Так вот, выхожу и думаю, ой, забыла папку с нотами. Захожу обратно, начинаю искать глазами, потом не только глазами, не вижу вообще нигде. Спрашиваю у ребят и шефа, не видели ли они мою черную папку. И тут мы начинаем ее искать вместе. Педагог начинает надо мной смеяться и спрашивает, а под рукой у тебя что? Оказывается, минут 5 я ее искала и стояла с подмышкой, точнее, с папкой под мышкой. Поэтому мораль какова? Отдыхайте, друзья. Красота. Замечательно, просто замечательно. Слушай, очень здорово. Итак, Давай дальше. следующая история. Чуть-чуть тоже опиши. Да. Будет связана с посещением концерта. Какие-то музыкальные такие вот у вас Да. подписчики, такие прям невероятные. Соответственно, какой блок? Так. Такие подписчики, да? Плюс это Золотые. отборные. Конечно. Так. Сейчас. Да. Нужно начать? Давай так, смотри. Будем стараться как бы сделать из этого прям контрапункт. Ты знаешь, что это? Да, ну, конечно. Я как-то подружкам в беседу отправила скрин афиши джазового концерта, которые у нас бывают отнюдь не часто. После чего она написала: я лучше промолчу, кто вообще туда ходит. Другие проигнорировали, будто это я, за всех них высказалась. В итоге на концерт я пошла с другой подругой, с которой теперь мы общаемся. Кстати, через месяц после этого случая я перестала общаться со своими старыми друзьями. Такая вот драма получилась. Ходите на концерты со своими друзьями и подружками. Ищите друзей на концерт. Итак, еще одна история. Она любовного характера. Наконец-то. Да. Ну как же так? Сейчас. В апреле я репетировал. Я басист. К своему первому концерту. Концерт был у нас не с группой. Я просто помогала девушке выступать. В общем, шли репетиции, и я стала замечать, как сильно мне симпатизировала та девушка, с которой я играл. Почему-то я был уверен, что это абсолютно невзаимно. И вообще, кто ты такой, спустись на землю и убери бас. И вот один день она меня приглашает посидеть у берега моря и поиграть на гитаре. Радости не было предела, сходили на море. После этого строили друг другу глазки. Ну вот и достроились. Завтра уже год отношений, а в воскресенье очередной концерт вместе. Класс. Последняя история, к сожалению, у нас о разбитой любви. Это даже не история, просто вот сейчас тут буквально предложение. Пожелание скорее. Обыграйте развод и алименты с моей женой
как-нибудь весело, чтобы я, конечно, не был так обескуражен. Конечно, мой подписчик использовал более такое хлесткое выражение, да, но мы его... Так, еще раз, развод обыграть? Да. И элементы? Да. Достаточно весело. Это алименты. А это уже, вероятно, благоухание весны после того, как вы получили печать в паспорте об оконченном браке. Но все-таки что-то, какие-то сожаления, или это наоборот, может быть, какая-то... Мы готовы вступить в новое, доселе неизведанное, Слушай, Настя. беспорядочное, я бы даже так сказала. О, Немножечко. ну, развод — это в любом случае грустно. Поэтому пожелаем этим людям, чтобы они нашли свое счастье. Да. И вознеслись, конечно же, куда без вознесения. При жизни? Ну, сложно определить. Каждому свое. Каждому свое. Большое спасибо за такой замечательный интерактив. Я думаю, масики и зрители в целом, да, сведем аудитории, будут счастливы услышать это и увидеть. Это было Привет довольно им неожиданно. большой. Да, большое здравствуйте. Да. Отлично, тогда перейдем к блицу. Так, сколько концертов ты даешь в месяц, в год, в какой-то промежуток времени? Так в месяц или в год? В месяц. Ну, знаете, наверное, самое большое количество было 15. 15? Прямо Невероятно. вот. Через ну, день. Ну да, либо 2 в день. Да. Жуть. Такое бывало. Что особенно нравится в профессии? В том, что это делает из меня человека. А что не нравится? Не нравится весь процесс, который превращает меня в человека. Да. Люблю и ненавижу, это так можно характеризовать. Есть миф, что у пианиста должны быть длинные, тонкие пальцы. Это все-таки миф или это... Ну, конечно. Ну, то есть это, конечно, мило и красиво, это добавляет, может быть, какого-то успеха в отношениях с другими людьми. Но на самом деле нужна крепкая рука, не слабая, и все. Это может быть связано с широкой ладонью, то есть прямо с узкой такой ладошкой, когда длинные пальцы, именно, ну, можно развить, я уверен. Ну, да. То есть было бы желание. Если бы ты не был пианистом, какую бы профессию ты бы выбрал все-таки? Водитель поезда. Водитель поезда. Ну и вообще, и укладывать железную дорогу тоже. Неожиданно. Очень неожиданно. Я не знаю почему, я обожаю с самого вот своего глубокого детства железную дорогу. И знаешь что? Как раз сегодня об этом думал, что, может быть, эта мечта осуществится. Я просто мечтал построить свою, как бы, как private jet бывает. Вот есть своя железная дорога, ну, какой-нибудь маршрут или несколько, чисто своих, где я не знаю, где и зачем. Когда маленький, там небольшой поезд, именно уже железная, ну, колея тоже. И мне что нравится, что это путь, который ты видишь до конца. Ты знаешь конкретно, куда ты придешь. Мне ужасно нравится эта идея. И музыка, оказывается, это же на самом деле то же самое. Да. То есть, если ты играешь как бы в моменте, и ты вообще не понимаешь, где ты, это не музыка. Музыка — это когда ты вот, у тебя произведение целиком сидит в голове, как путь, как железная дорога. И ты просто поезд туда, хоп, и докатываешь до конца. Замечательно. Вот, а так вот и не узнаешь. Спасибо за разъяснение. Пожалуйста. Почему из музыкантов у девушек самые популярные барабанщики? Да? Самые популярные? Ну, или басисты. Ну, басисты, ладно, это я уже так... Ну, я могу только предположить, потому что в классической же среде, ну, не так. Они ищут из того, что есть. Там скорее
виолончелисты. Ну, кто же, Да. кстати, потому что, во-первых, барабан — это ритмы, а ритмы связаны с... Ритм — это наша физическая энергия, Пульс это сердца. пульс сердца, да. И если барабанщик хороший, то он может заставить сердце биться быстрее. Да? Ну, это так Ну, романтично. А басисты, потому что они играют... У них энергия очень, ну, должна быть очень сильная. А сила — это уверенность в завтрашнем дне. Да. Ну, Да. Как вы чувствуете девушек тонко? ну, спасибо. О чем ты мечтаешь как музыкант? Я мечтаю, чтобы люди стали счастливее. А как человек? Ну, мне кажется, что это мечта довольно такого цельного плана. Ну да, общефилософского характера. Ну, а что? Да, Да. только об этом. Большое спасибо за эту беседу. Я безумно счастлива, что мы с тобой законнектились. Тебе Всё- спасибо всё огромное. произошло. Очень рад. Очень рад. Может быть, по традиции, да, в конце, как мы все обсуждаем, какие у тебя творческие планы на ближайшее будущее? Год можно считать ближайшим будущим? Вполне. Я начал готовиться к своей такой очень большой мечте. У меня была мечта в прошлом году сделать трансцендентные этюды Листа и первую сонату Рахманинова. Ну, прям вот мечта, ну, не знаю. А в этом году я почувствовал, что пора сыграть весь первый том хорошо темперированного клавира Баха в одном концерте и расположить прелюдии и фуги так, чтобы это было не по тональностям, а по смыслу. И заканчивать не все миноре. И те, кто не знает, ну просто вообще, да, есть люди же не Ну музыкальные. Это первое в своем роде сочинение, которое написано во всех, то есть это такой цикл, где все 24 пьесы тональности, написаны во всех тональностях, то есть прямо вот со всеми, от всех нот. И это такое богатство, да. Но с другой стороны, там есть полнота не только вот материальная, но и духовная. То есть там есть все характеры. И можно очень глубоко копнуть в жизнь нашу. Ну и самое главное, что это библейская история про жизнь Бога на земле, про жизнь Христа. И есть даже теория такого потрясающего музыковеда Еворского о том, что все прелюдии и фуги связаны с какими-то определенными кантатами, мессами и частей из мессы, то есть. И он нашел интонационное сходство, и он понимает поэтому смысл. То есть он расписал смысл каждой прелюдии, как если бы там были настоящие слова. Ну, это вообще космос. Мне ужасно нравится. Вот такая. Это такие планы. Концерт уже намечен в Петербурге и в Москве. Это будет зима, значит, следующего года. А также есть еще такой, очень хочется, и это будет осенью, это будет вот в октябре, в Малой филармонии, русская программа, которая я назову «Лабиринты красоты» как раз, где в первом отделении прозвучит Мэтнер «Забытые мотивы» циклом целиком. А это потрясающий цикл, потому что там тоже пьесы, они соединены одной общей, как бы, такой лейтемой. Тема очень красивая вообще. Вот такая. Как будто я куда-то иду. В другом произведении оно звучит... Сейчас... Как бы в каждом произведении есть другое. А потом в конце там вообще вальс звучит на эту тему. И музыка, естественно, есть другая, но их объединяет вот этот вот забытый мотив, как будто я ушел от реальности в свой мир. А во втором отделении будут звучать русские тупики и Настасьи Хрущевой, которые мне очень-очень близки. И они будут перемежаться с русскими, вот прямо самыми известными пьесами русских композиторов, миниатюрами. Замечательно. То есть как бы русские тупики. Ну, в том смысле, что их все знают. Да, это очень концептуально, да, Да-да, интересно ужасно построено. Интересно. Самому. Ну, вот такие. Замечательно. Последнее, о чем бы я тебя попросила, это именно музыкально ответить на наш главный вопрос: зачем все-таки нужна классическая музыка? Может быть, вы что-то озвучите для нас, и мы Серьезно? Вот прям так? и мы почувствуем это языком музыки.
Большое спасибо. Это Большое тебе спасибо. спасибо.